Друзья, всем привет! Я купил себе вторую камеру для дачи, и сегодня я вам хочу рассказать, что же это за модель и чем она отличается от того, что у нас уже висит на даче. Поехали! Итак, как видим по знакомой коробочке, камеру я взял все у того же продавца. Напомню, примерно 1,5 года назад я купил себе камеру на 2 мегапикселя и повесил ее на даче. Это поворотные Wi-Fi камеры. Стоят они недорого. Предыдущую я взял за $20-25 примерно, уже не помню. Эта же обошлась мне в примерно $35. Итак, в чем же разница? Как видим, коробка точно такая же, как мы брали камеру до этого. Камера точно так же работает с приложением ICC. Это говорит о том, что мы добавим в одно и то же приложение 2 камеры, что будет очень удобно. В дальнейшем я покажу, как это делается. И что же нас встречает внутри? Такая же упаковка, как и была ранее. Камера подобного размера, как и была ранее. Точно так же с 2 антенками для Wi-Fi. С точно таким же блоком питания на 12 вольт и 2 ампера. Фактически все то же самое, даже и размер похож. Но отличается передняя панелька самой камеры, а на ней мы остановимся подробнее. Итак, сначала по техническим характеристикам. Что же это за камерка? Это поворотная Wi-Fi камера, которая работает у нас по Wi-Fi. Также можно ее подключать напрямую по LAN кабелю к нашему модему. И питание на 12 вольт. Камера крутится в 2 плоскостях, то есть влево-вправо и вверх-вниз соответственно. Крутится она почти по кругу. Основное отличие от предыдущей модели – это непосредственно сенсор самой камеры. Предыдущую модель я брал на 2 мегапикселя. Эта же камера на 3 мегапикселя. Это говорит о том, что изображение у нас должно быть чуть лучше, чем было до этого. Но это мы, конечно же, как-нибудь проверим и сравним. И видим, что на передней панели у нас в 2 раза больше светодиодов, чем было до этого. Это все обычные светодиоды, которые светят как фонариком, и 4 из них двойные. Они светят инфракрасным светом. Ну, конечно же, в дальнейшем мы посмотрим, как все это дело светит. Внизу самой камеры есть вот такая вот резиновая заглушечка. Если ее открыть, то мы здесь увидим кнопочку сброса и гнездо под SD-карту. Сюда вставляется флешечка, и на флешку производится запись всего того, что видит наша камера. Камера в постоянном режиме пишет на флешку и просто циклично по кругу все это дело перезаписывает. Причем, что интересно по флешке, флешку сюда нужно вставлять отформатированную в формат exFAT. Почему-то ни FAT, ни NTFS она не запускает, а exFAT сразу же опознает. И еще один нюанс. Если отсюда достать флешку и вставить в компьютер, то почему-то компьютер пишет, что карта повреждена, и он не может ее прочитать. Форматнув обратно в exFAT, мы вставляем ее в камеру, камеру дальше ее определяет, видит, пишет на нее, все отлично. Возможно, это какая-то защита от чтения на компьютере, или камера форматирует флешку в какой-то свой определенный формат. Что еще по комплекту? Как я уже говорил, блок питания на 12 вольт и разного рода крепеж и заглушечки, пару саморезов и таких вот дебелей, и пакетик со специальными заглушками, которые ставятся у нас вот сюда. Когда мы соединяем камеру с питанием, то здесь все становится плотненько, а если мы будем подключать сюда LAN кабель, то есть для него вот такая вот специальная защитка. И по этому пакетику с комплектующими, что это такое и для чего это надо. Вот наш разъем под LAN кабель. Если мы запускаем сюда LAN кабель, то пропускаем сам кабель через вот эту резиновую заглушечку. Через вот этот большой фланец сюда вставляем заглушечку. Все это дело плотно прижимается вот этим резьбовым соединением. То есть, как видим, влага сюда не попадет, кабель будет очень хорошо прожат. И такой вот маленький резиновый уплотнитель
на само гнездо, вставляем и поворачиваем в замок. Получается очень плотное, качественное такое вот уплотнение. Влага сюда не проникнет. Ну а теперь давайте подключим все это дело и посмотрим, как же она работает. Итак, подключаем нашу камеру к розетке. Все, камера заработала и подключилась непосредственно к Wi-Fi. Данную камеру я уже настроил, и в подробностях, как же осуществляется подключение и к мобильному приложению, и к компьютеру, в этом видео я рассказывать не буду. Очень подробно об этом было рассказано вот в этом плейлисте. Кому это нужно и интересно, обязательно пройдите, посмотрите. Все достаточно просто. Опять же, маленький нюанс. Если первую камеру, когда я настраивал, она должна была находиться рядом с нашей камерой, то есть телефон лежал рядом, а они там по Wi-Fi друг друга находили, то этой же камере нужно просто показать приложение с QR-кода, она сразу же подключится к этому телефону. Все достаточно просто. Итак, подключаемся к нашей камере, заходим в мобильное приложение и можем с легкостью ее управлять. Поворачивать как влево, так и вправо, смотреть или вверх, или вниз. Ну а теперь пробежимся по своему приложению. Заходим в приложение ACCI, оно заходит в наш личный кабинет, добавляем вторую камеру. Делается это просто, жмете сверху на плюсик и добавляете или Wi-Fi камеру, или камеру из общего доступа и так далее. Тут все просто и интуитивно. И мы видим здесь две наши камеры. Нижняя камера — это камера, которая у нас висит и работает на даче. Как видите, она в онлайне и показывает, что происходит у нас на участке. И вот наша вторая камера. Все в одном личном кабинете. Как видим, пользоваться достаточно удобно. Перейдя во вкладку PTZ, мы можем крутить камеру влево-вправо, вверх-вниз. В Lighting это у нас настройка идет непосредственно подсветки. И вкладка Интерком, где мы можем посмотреть архив записи, нажать для разговора на микрофон, это обратная связь с камерой. То есть вы в нее говорите, и камера там на участке у вас говорит тому, кто зашел к вам во двор. А он говорит в камеру, и вы слышите это у себя в телефоне. Или сделать фото-скриншот. Как бы это основные настройки. Если зайти еще в дополнительные настройки сверху, то мы увидим меню, где основные настройки. Тут у нас название камеры, разного рода настройки поворотов, наклонов, чувствительности и так далее. Самая важная для нас настройка — это Smart Alarm. Зайдя в нее и нажав Open, камера станет на охрану. То есть теперь она в режиме детекции движения. Либо в постоянном, либо лучше всего поставить галочку Human Shape Detection. Камера будет реагировать только на появление человека в кадре. Также можно зайти в управление памятью. Здесь мы увидим емкость и использование нашей карты памяти. И поставим режим записи или циклично, или до заполнения карты. И также настройки записи, где можно поставить качество видео. Я ставлю всегда на лучшее. Это в каком качестве сохраняется у нас непосредственно видео на SD-карте. И также длительность, где мы можем поставить длительность в минутах, на какие куски дробить видеофайлы. Оптимально по 5 минут. По основным настройкам в мобильном приложении больше ничего толком не найти. Можно еще, конечно же, посмотреть на настройки сети. И здесь мы увидим, что камера у нас на данный момент работает в режиме Wi-Fi, но ее также можно переключить в режим AP. Это режим точки доступа, когда камера не подключена к Wi-Fi, а сама вещает свой Wi-Fi, и к ней можно подключиться, чтобы ее настроить. Например, у вас на участке нету Wi-Fi, и
камеру надо как-то настроить. Вы включили ее в режиме АП, она висит, просто записывает то, что у вас происходит вокруг, не передает это в интернет, потому что нет внешнего Wi-Fi, а сама вещает свой Wi-Fi и работает как точка доступа. Вы к ней подключились, настроили, скачали вам видеофайлы нужные, отключились, ну и в принципе все. А теперь подключимся к нашей новой камере при помощи приложения CMS и посмотрим на ее продвинутые настройки. Напомню, что именно в этом приложении камеру можно очень тонко настроить, и еще всякие разные плюшки, фишки. Так как в приложении iCC мобильном этого нету, и это можно сделать только через компьютер. Как подключиться к компьютеру, опять же, я показывал здесь, ссылочка сверху. Итак, заходим, подключаемся к нашей камере, жмем правой кнопкой мыши и жмем «Конфигурация устройства». Появляется такое окошко, в котором можно настраивать качество записи, какой канал, какой длины, по датам и так далее. Очень много тонких настроек. Качество снимков, разные всякие режимы охраны и так далее, и тревоги. Но нас интересует другое. Больше всего нас интересует вкладка «Службы». Если мы сюда нажмем, мы увидим, что наша камера умеет делать очень интересные и хорошие фишки, а именно посылать фото на email при тревоге. То есть, если у вас кто-то попался в поле зрения камеры, камера посылает фотографию, кадры на электронную почту. И здесь есть FTP. Это говорит о том, что камера может посылать обрывки видео на наш настроенный где-нибудь дома на роутере FTP сервер. И это очень классно. Даже если камеру будут убивать палкой, то все равно, кто это сделал, вы сможете посмотреть у себя на электронной почте, либо на своем собственном FTP сервере. Что же касается световых элементов на самой камере, что можно увидеть? Если мы приглушим освещение и закроем световой датчик, который здесь находится пальцем, то включаются инфракрасные светодиоды. Как видим, на камере их 6. 2 здесь, 2 здесь, 2 тут. Причем это не только инфракрасные светодиоды, но и обычные световые. Если перевести камеру в режим цветного изображения, чтобы она не инфракрасным светом светила, а как прожектором, то загорятся абсолютно все элементы. А выглядит это вот так. Светит очень ярко, и я думаю, освещать двор будет тоже достаточно сильно. Ну и опять же, если убрать палец со светового датчика, то камера перейдет в обычный режим, так как света ей хватает. Кстати, если понятное дело, что камера видит инфракрасные светодиоды, то человеческий глаз тоже вполне их воспринимает. В данном случае они светятся как красные лампочки. Поэтому камера в полной темноте будет видна. Но вот как это выглядит на самой камере. Сейчас мы видим изображение просто при включенном свете в комнате. Но достаточно его выключить, и камера переходит в инфракрасный режим. Как видим, 6 инфракрасных светодиодов очень хорошо освещают полностью темную большую комнату. И в принципе в ней все видно. Значит, и на улице будет все хорошо видно в ночь, когда мы ее повесим. 6 светодиодов вполне достаточно. И если в настройках перевести камеру в режим с инфракрасной подсветки на обычные светодиоды, то загораются 9 светодиодов. И как видим, опять же, освещение очень мощное и яркое. Этих 9 светодиодов вполне достаточно, даже с избытком. Также у камеры есть функция автослежения. Куда бы вы ни повернулись, камера будет следить за вами. Что же касается разрешения картинки, то вот вам для сравнения два скриншота. Первый, именно вот этот, сделан с камеры видеонаблюдения, которая у меня висит на даче. И здесь разрешение 2 мегапикселя, что в принципе и соответствует разрешению 1920 на 1080. И вот скриншот с новой камеры. Как вы видите, разрешение у нее
2288 на 1288, а это уже 3 полноценных мегапикселя. То есть производитель нас не обманывает. Камера на 3 мегапикселя. А еще для этой камеры я приобрел очень прикольную штуку. Так называемый PoE сплиттер и PoE инжектор. Что это такое? Как видим, наша камера питается от 12 вольт. И так или иначе, где бы мы ее ни повесили, нам от камеры до блока питания нужно протянуть провод. Если вы смотрели мои видео на канале, вы видели, как я вешал предыдущую камеру. Я тянул из дома, удлинял провод, брал переходничок, разрезал пополам и 20 метров провода от розетки тянул до камеры. А данную камеру я хочу повесить дальше, я хочу ее повесить в конце двора на сарае. И там питания нет. Вернее, есть, но мы сделали разводку электричества таким образом, что у меня под отдельную розетку, на которой питается камера в доме, стоит отдельный автомат. И когда мы уезжаем с дачи, я все обесточиваю, кроме данной розетки. Так вот, не хотелось бы оставлять какие-то другие розетки под напряжением, тем более в сарае. Можно точно так же от 12-вольтового блока питания взять вот такой вот PoE сплиттер, воткнуться в него. До сарая Wi-Fi почти не добивает. Соответственно, воткнуться в модем непосредственно в доме. А от модема и до камеры протянуть обычную витую пару, которая подключается сюда. Дальше она дотягивается до того места, где висит камера, и подключается к сплиттеру. И он уже непосредственно подключается к камере, опять же, сетевым кабелем и питанием. Тем самым мы имеем стабильное проводное интернет-подключение для камеры и питание 12 вольт, которое, если мы включим в розетку, как видите, нормально работает. А вообще появилась идея подключить нашу камеру все-таки не по проводу, а сделать ее полностью автономной. Появилась идея заказать с того же самого Алиэкспресса солнечную батарею и попробовать запитать нашу камеру от солнечной батареи. Проверить вообще, работает это или нет. Потому что очень не хочется далеко тянуть до сарая провода, и еще не факт, как будет там работать Wi-Fi. Если Wi-Fi у нас все-таки будет добивать до сарая, то я попробую подключить ее при помощи солнечной батареи. Если вам интересна эта тема, обязательно пишите в комментариях, попробуем. Ну и что можно в целом сказать по этой камере? Хорошая, очень функциональная, недорогая вещь для нашего домашнего видеонаблюдения. Мы точно так же повесим у себя на даче. Предыдущая модель, которую я покупал с худшим изображением в 2 мегапикселя, у меня служит уже, напомню, 1,5 года. Никаких нареканий к ней нет вообще. За эти деньги, которые камера покупалась, а было это там $20-25, это просто золото. Полтора года камера работает как на морозе, так и в хорошую солнечную погоду. Не глючит, все с ней отлично. Я очень доволен. Ну и, конечно же, по подключению. Опять же, смотрите другие видео на канале, все очень подробно рассказано. Поэтому советую, приобретайте подобные игрушки, обезопасивайте свое жилище, ставьте на дачках, как сделали это мы. Ну, а кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Всем пока!